Сегодня мы поговорим о том, как сделать идеальный надрез на хлебе. На первый взгляд кажется, что это просто. Провел лезвием и готово. Но на самом деле это маленький штрих, который решает очень многое. Посмотрите на эти две буханки. Одна с ровным красивым надрезом, который превратился в аппетитное красивое изделие при выпечке. Вторая треснула как попало, выглядит неаккуратно. И дело не только во внешнем виде. Смотрите видео до конца, чтобы узнать все секреты правильного надреза тестовой заготовки. И почему надрез так важен для хлеба. В этом видео я расскажу вам все секреты, какие инструменты использовать, как выбирать угол и глубину надреза, как делать декоративные узоры и избегать распространенных ошибок. К концу ролика, который будет в формате лекции, вы поймете все теоретические аспекты, как делать надрезы на тестовых заготовках. Готовы превратить свои буханки в маленькие произведения искусства? Тогда поехали! Один из основных секретов красивого надреза – правильные инструменты. Давайте разберем, чем лучше резать хлеб перед выпечкой. Идеальный вариант – специальное хлебное лезвие. Это тонкое изогнутое лезвие на ручке создано именно для надрезов. Острое, удобное, им легко делать точные надрезы под любым углом. Если у вас нет профессионального лезвия, подойдет тонкое лезвие, которое можно использовать без ручки, или канцелярский нож. Конечно, канцелярский нож не самый лучший вариант, и применять его можно только в крайнем случае. Главное, чтобы лезвие, которым вы будете надрезать тестовую заготовку, было острое. Можно использовать и острый кухонный нож, но у него есть минус. Более толстое лезвие может тянуть за собой тесто, а не резать его чисто. Это самый неправильный вариант для надреза, поэтому не стоит его рассматривать как основной метод. Но если другого варианта нет, смочите лезвие водой или маслом. Так оно будет легче скользить. Из дополнительных приспособлений вам пригодится держатель для лезвия. Используйте специальную ручку или сделайте импровизированную из пробки и лезвия. Кисточка для воды. Слегка смочите поверхность лезвия перед надрезом, чтобы оно шло плавнее. Запомните, чем острее лезвие и тоньше его кромка, тем аккуратнее получится надрез. Далее я расскажу, как правильно использовать все эти инструменты. Качество надреза начинается с правильного теста. Давайте разберемся, какое тесто лучше подходит для создания красивых узоров и правильного надреза. Идеальное тесто для надрезов должно быть достаточно упругим, но не тугим. Оптимальная влажность около 65-75%. Слишком жидкое тесто, например, такое тесто, которое используется для чиабатты, будет растекаться и надрезы просто сольются. Слишком плотное тесто с меньшей влажностью может не раскрыть надрез, и это будет некрасиво при выпечке. Особое внимание степени брожения. Тесто должно быть хорошо выброженным, но не перестоявшим. Проверить просто. Аккуратно надавите пальцем, ямка должна медленно выравниваться. Если тесто сразу возвращает форму, оно не добродило. Если не выравнивается совсем, перестояло. Для того, чтобы надрез делать было проще, лучше использовать длительное холодное брожение. Это будет идеальным вариантом. В предыдущем видео я рассказал, как осуществлять длительное холодное брожение хлеба. В нем я разобрал все основные аспекты данной технологии. При таком брожении у хлеба образуется толстая корка, которую достаточно легко надрезать. Что же нужно сделать перед формированием тестовой заготовки? В первую очередь аккуратно выложите тесто на припыленную мукой поверхность. Слегка обомните, но не переусердствуйте. Важно сохранить газ внутри теста. Формируйте буханку плавными движениями, создавая натяжение на поверхности тестовой заготовки. Важно, чтобы натяжение поверхности было достаточным. При недостаточном натяжении раскрытие будет, но не оптимальное, или вовсе может не состояться. После формовки дайте тесту постоять 15-20 минут. Это позволит клейковине расслабиться, и надрезы будут получаться чище. Также можно осуществить предформовку. Но не передерживайте. Тесто должно сохранять форму, когда вы будете делать надрезы. Обычно для идеального надреза необходимо формировать буханку в два этапа. Первый этап — это предформовка, который идет после деления тестовых заготовок. А следующий этап уже непосредственно формовка. И вот здесь важно заметить, что чем правильнее вы осуществите формовку тестовой заготовки, чем более будет равномерным натяжение на поверхности тестовой заготовки, тем лучше будет раскрытие надреза. Важно помнить, что холодное брожение — это тоже окончательная расстойка, просто в других условиях. И поэтому
Формовка и предформовка перед окончательной расстойкой является критически важным моментом для оптимального раскрытия надреза на тестовой заготовке. Поэтому неважно, как вы делаете, вы используете холодную расстойку или используете стандартную расстойку, например, в плюсовых температурах выше 24-25 градусов, или же используете расстойку в условиях цеха, все это по сути окончательная расстойка. Поэтому важно формовать правильно перед этим процессом, иначе у вас может вовсе не получиться результат. А далее мы поговорим о самом важном, когда именно нужно делать эти надрезы для идеального результата. В первую очередь тайминг. Тайминг — это все. Неправильно выбранный момент для надреза может испортить даже идеальное изделие. Давайте разберемся, когда же нужно надрезать тестовую заготовку. Существует несколько основных подходов. Сразу скажу, что некоторые я здесь озвучил только потому, что они есть. Важно понимать, что большая часть из них по сути не подходит для правильного технологического процесса. Но поговорить мы все равно о них должны. Первый — до окончательной расстойки. Надрезают слегка подошедшее тесто, затем дают ему полностью подойти. Метод хорош для новичков. Надрезы получаются ровнее, так как тесто менее нежное. Но есть много нюансов. Этот метод можно рекомендовать только для тренировки, чтобы поставить руку. После полной расстойки. Классический способ. Тесто уже набрало объем, но еще сохраняет упругость. Дает самые красивые надрезы, но требует сноровки и правильной постановки руки во время надреза. Помните, что важно отрезать основную массу тестовой заготовки от корки, так как именно корка и будет образовывать аппетитный надрез, и по сути именно корка и образует гребень. Важно, чтобы корка в процессе выпекания после надреза оторвалась от основного мякиша. Именно это и формирует красивый гребень. Когда вы надрезаете тестовую заготовку и режете ее таким образом, что уже касаетесь самого основного будущего мякиша, у вас гребень может получаться очень толстым и массивным. Но если вы хотите получить тонкий хрустящий гребень, вам нужно поставить руку так и сделать надрез таким образом, чтобы вы легко отрезали корку от основного мякиша. Именно это и формирует красивый внешний вид. И третий формат надреза, который является самым правильным и практически всегда так делается и в предприятиях, пекарнях полного цикла, либо хлебопекарных предприятиях, либо в тех местах, где выпекают хлеб, непосредственно перед посадкой в печь. Это профессиональный метод. Надрезы делают в последний момент, часто уже непосредственно перед самой посадкой в печь. Этот метод является самым правильным, но требует быстрой работы и правильного надреза. Важно, чтобы лезвие, которое вы используете, было очень острым. Помните, что если вы хотите получить максимально тонкий гребень на хлебе, важно, чтобы постановка лезвия была под 45 градусов. И вы отрезали корку тестовой заготовки от будущего мякиша. Стоит помнить, что равномерность раскрытия надреза подовой печи, по моим наблюдениям, лучше, чем раскрытие надреза, например, в конвекционной ротационной печи. То есть в подовой печи надрез получить красивый, именно раскрытие надреза проще. Но это не значит, что в конвекционной и ротационной печи невозможно получить красивый надрез. Вот сейчас вы можете увидеть хлеб, который был испечен в ротационной печи. И да, у него раскрытие может быть чуть-чуть отличается от подовой печи, но оно близкое к идеальному. В первую очередь следите за расстойкой, потом за формовкой следите. И помните, что именно сложение всех аспектов важных дает хороший результат. Нет конкретно такого вот момента, который вот исправив его, вы получите супер результат всегда. Важно соблюдать технологический процесс на всех этапах, и тогда вы получите отличный результат. Как определить готовность теста к надрезу? Проведите простой тест. Легко надавите подушечкой пальца на тестовую заготовку. В идеале, если тесто медленно возвращает форму, оставляя небольшую вмятину. Если ямка сразу исчезает, тесто еще не готово. Если не выравнивается совсем, скорее всего, вы уже упустили момент и ваше тесто перестояло. Для хорошего раскрытия
раскрытия важно, чтобы тестовая заготовка набрала максимально большое количество газа. Важный нюанс. Тесто для разных видов хлеба требует разного подхода. Батоны лучше надрезать после 75% расстойки, а плотные ржаные буханки, когда они почти полностью готовы. Поэтому время надреза тестовой заготовки зависит от той технологии приготовления, которую вы используете, а также зависит от рецептуры. Угол и глубина надреза. Техника надреза — это настоящее искусство, где важна каждая деталь. Давайте разберем два ключевых параметров. Это угол и глубина надреза. Угол надреза определяет, как именно раскроется ваш хлеб при выпечке. Самые распространенные углы — это 30 и 45 градусов, или в этом промежутке. Это золотая середина для большинства хлебов. Дает красивый гребень и контролируемое раскрытие. 90 градусов перпендикулярно поверхности. Используется для декоративных неглубоких надрезов. 10-20 градусов для особых случаев, когда нужно максимальное раскрытие. Держите лезвие как перо. Глубина надреза варьируется в зависимости от типа хлеба. Сантиметр-полтора для пшеничных хлебов с хорошей эластичностью. Помните, что в пшеничных сортах важно, чтобы отрезали корку от тестовой заготовки. Тогда гребень будет максимально тонким. Полсантиметра или сантиметр используется для ржаных и цельнозерновых сортов хлеба. 2 сантиметра и более для влажных видов теста. Важный момент. Глубина должна быть равномерной по всей длине надреза. Частая ошибка — начинать с глубокого надреза и заканчивать поверхностным. Поэтому, когда вы надрезаете, введите лезвие всегда равномерно. Базовые техники надреза. Давайте рассмотрим 3 фундаментальные техники надреза, которые должны знать. Этот метод — основа для создания профессионального хлеба. Центральный надрез идеален для круглых буханок или хлебов формата тортин. Делается один глубокий надрез 1,5-2 см в глубину по центру. Угол надреза от 30 до 45 градусов для максимального раскрытия. Дает классический хрустящий гребень. Важно, чтобы лезвие, которым вы надрезаете тестовую заготовку, было проведено одним движением быстро и уверенно. Параллельные надрезы используются для продолговатых батонов. 3 или 5 надрезов под одинаковым углом. Расстояние между ними 2-3 см. Важно, чтобы каждый следующий надрез перекрывал на 1/3 предыдущий надрез. Крестообразный надрез. Традиционный для деревенских хлебов. 2 перпендикулярных надреза по центру. Глубина сантиметр-полтора. Бывает еще вариант смещенный крест для асимметричного раскрытия. Перед надрезом слегка натяните поверхность теста свободной рукой. Это обеспечит чистую линию. Все движения должны быть плавными и непрерывными. Не пилите тесто, а делайте один уверенный надрез. Декоративные надрезы — это не просто красиво, но и отличный способ контролировать раскрытие теста при выпечке. Одним из таких основных надрезов декоративных является техника сетка. Идеально для круглых хлебов. Бывают еще узоры листья, волны и спирали. Бывает еще масса разнообразных узоров, которые могут подойти для украшения хлеба. Но здесь важно помнить, что если вы этот процесс делаете, например, в пекарне полного цикла, важно, чтобы узор, который вы будете наносить, был хоть насколько-то простым для нанесения или, насколько возможно, был автоматизирован. Вы можете нанести, например, эскиз на тестовую заготовку с помощью трафарета. И уже по этому трафарету надрезать тестовую заготовку для того, чтобы было делать это проще. Декоративные надрезы, как правило, делаются более поверхностными, чем функциональными. Обычно это 0,3-0,7 см. Для особой точности используется лезвие без ручки, либо с круглой ручкой. В следующем мы рассмотрим, как избежать распространенных ошибок и добиться идеального раскрытия надреза. Даже опытные пекари иногда сталкиваются с проблемами при надрезании хлеба. Разберем 3 самые частые ошибки и научимся их избегать. Тесто тянется за лезвием.
Основная причина – недостаточно натянутая поверхность или тупое лезвие. Перед надрезом слегка натяните поверхность теста свободной рукой. Используйте максимально острые инструменты. Смачивайте лезвие водой перед надрезом. Работайте быстрым и уверенным движением. Но здесь важно помнить, что если вы неправильно сформировали тестовую заготовку или она не полностью прошла окончательную расстойку, то о каком-либо правильном раскрытии надреза речи не идет. Надрезы слипаются при выпечке. Основная причина – это слишком влажное тесто или недостаточная глубина надреза. В первую очередь нужно увеличивать надрез до 1,5-2 см. Перед надрезом слегка подсушивайте поверхность теста на 5-10 минут без накрывания чем-либо. Но если вы использовали длительное холодное брожение, то этот этап с подсушиванием тестовой заготовки вам не понадобится. Добавьте в тесто немного больше муки при следующем замесе. И здесь важно помнить, что для каждой муки требуется проработка, даже если вы эти рецептуры уже делали. Этой проработки избежать не получится. Ее нужно делать каждый раз, когда вы меняете хотя бы производителя муки. А лучше вообще из каждой партии муки делать тестовые выпечки. Но когда вы используете небольшой объем муки, это делать достаточно сложно. Поэтому выбирайте тех производителей, на которых вы уже работали, и ориентируйтесь по консистенции самого теста. Напоминаю, что у меня есть Telegram-бот, вы можете посмотреть и скачать в нем рецепт. Ссылка на Telegram-бот будет в описании. Также можно использовать муку или манную крупу для присыпки надрезов, чтобы само тесто не прилипло обратно к тестовой заготовке. Третьей такой ошибкой это будет неравномерное раскрытие. Причина в первую очередь это разная глубина или разный угол надрезов и неравномерная расстойка. Тренируйтесь делать надрезы одинаковой глубины. Проще всего это сделать на пластилиновых тестовых заготовках. Используйте шаблон для одинаковых углов. Проверяйте равномерность расстойки со всех сторон, чтобы тестовая заготовка растаивалась равномерно. В первую очередь у вас должна быть равномерная температура внутри того устройства, в котором вы проводите окончательную расстойку. И делать надрезы чуть глубже. Для влажных видов теста используйте лезвие с тефлоновым покрытием. К такому лезвию меньше всего прилипает тесто. Если надрезы получились не идеальными, можно слегка подправить их влажной кисточкой. Но здесь важно помнить, что все вот эти ухищрения, подправления надрезов, дорезание где-то там, где не дорезалось, может ухудшить внешний вид. Поэтому тренируйтесь одним плавным движением делать надрез. Именно это и будет гарантировать вам всегда одинаковый внешний вид. Как добиться именно раскрытия гребня? Настоящий хлебный шик – это эффектный, тот самый хрустящий гребень, который отличает профессиональную выпечку. Давайте разберем, как его добиться. В первую очередь, гребень – это элегантный выступающий край надреза, который образуется при выпечке. Он выполняет три важные функции. Контролирует направление раскрытия хлеба, создает дополнительную хрустящую корочку, служит индикатором правильной ферментации теста. Техника идеального надреза. Выберите правильный момент, то есть тесто должно быть достаточно расстоянным, но сохранять упругость. Держите лезвие под углом 30-45 градусов к поверхности. Делайте один уверенный надрез длиной примерно 2/3 длины буханки. Глубина надреза 1,5-2 см. Скорость самого надреза должна быть быстрой, чтобы вы надрезали везде равномерно. Перед надрезом слегка натяните поверхность теста пальцами. Для лучшего результата охладите тесто 10-15 минут в холодильнике. Ну понятно, если вы используете длительное холодное брожение, тесто у вас и так будет холодным. Смочите лезвие водой. Это обеспечит чистый надрез. Сразу после надреза можно слегка раздвинуть края надреза пальцами буквально на 1-2 мм. Это тоже поможет улучшить внешний вид. Почему же надрез может не получаться? В первую очередь это слишком крутой угол. Когда вы держите под углом больше 45 градусов, то надрез не будет красиво раскрываться в гребень. Недостаточная глубина. Тоже из-за нее
может не сформироваться гребень. Перестоявшее тесто, которое уже не обладает достаточным количеством газа, и, соответственно, равномерное увеличение тестовой заготовки не происходит. И поэтому гребень не раскрывается. Слишком влажная поверхность самого теста, края надреза могут слипнуться. Но и одним из важных моментов, как я уже и сказал ранее, но повторю еще раз, является формовка тестовой заготовки. Тестовая заготовка должна быть с натянутой поверхностью. Именно это в большей степени и гарантирует при прочих правильных технологических параметрах, что гребень раскроется. Если ваша формовка будет недостаточной и формовка будет такой, что не будет поверхность натянута у тестовой заготовки, то что бы вы ни делали, как бы вы ни делали, вам будет сложно получить красивый и понятный надрез. Поэтому формовке уделяйте большое внимание. Более того скажу, что если, допустим, у вас тесто с высокой влажностью, то формовке нужно уделять еще большее внимание, потому что когда тесто с высокой влажностью, недостаток именно правильной формовки может быть таким, что по итогу вы получите расплывшуюся тестовую заготовку, которую будет очень сложно надрезать. И здесь важно, что перед закладкой на холодную ферментацию тестовая заготовка должна какое-то время полежать. И вы посмотрите, как она себя ведет. Если, допустим, тестовая заготовка, вот даже находясь в цеху, там 5 минут она чуть-чуть подрасплывается, то, скорее всего, вашей формовки недостаточно. Здесь важно помнить, что во многих книгах, учебниках, особенно, скажем так, западной литературе, указана мука, которая у нас, как правило, отличается от той, которая указана у них в рецептурах. Именно поэтому нашу муку нужно тестировать и нужно подбирать именно тот сорт муки, который будет давать нужные характеристики вашему хлебу. Поэтому перед тем, как переходить на тот или иной вид муки, вы должны его протестировать на мелких партиях. Это первое. Второе. Все рецептуры, которые вы находите в интернете, в книгах, вы также должны перепроверять на свою муку и корректировать ее по воде, по замесу и по каким-то другим параметрам. Потому что не всегда рецептуры, которые представлены и в учебниках, и в каких-то книгах, больших и маленьких, или интернете, являются полностью подходящими для вашей ситуации. И к тому же эти рецепты написаны верно, и пропорции там верные, но пропорции верные для той муки, которую использовал автор этого учебника или книги. У вас же мука может отличаться. Помимо того, что у вас должно быть количество белка, которое нужно, то есть выше 13% или там 11-12% может быть в сухом виде, этот белок еще должен быть качественно похожим на тот белок, который использовал в муке автор книги. Поэтому это стоит учитывать и не расстраиваться, если что-то может не получаться. Особенно вот эти нюансы важны для такого сорта хлеба, как тортин или вот деревенский хлеб. Важно помнить, что идеальный гребень получается в первую очередь при сочетании всех этих факторов. Нужно в первую очередь тренироваться для того, чтобы получать правильный надрез. Как же влияет пар на создание идеального гребня у хлеба? Давайте разберемся. Для чего же нужен пар при выпечке хлеба? В первую очередь пар позволяет надрезам равномерно раскрыться, формируя красивые гребни. Пар размягчает корку тестовой заготовки и позволяет ей увеличиваться. Пар предотвращает преждевременное образование корочки, давая хлебу максимально увеличиться. Пар способствует образованию глянцевой хрустящей корочки. Для того, чтобы правильно подать пар в печь, именно для хлеба, это делается в первые несколько минут или там несколько секунд при посадке хлеба в печь. Понятно, что профессиональные печи обладают простой системой пароувлажнения, то есть простым контролем системы пароувлажнения. Там достаточно задать воду в литрах или просто задать процент, и пар уже подастся в печную камеру и, собственно,
ничего делать больше не нужно. Понятно, что в каких-то условиях, где нет этого, домашних условиях, там уже вам придется ухищряться для того, чтобы получить равномерное пароувлажнение в вашей печи. Важно помнить, что после 10 минут выпечки избыточная влага должна уйти из пекарской камеры, чтобы сформировать хрустящую корочку у хлеба. Существуют разные методы для домашней выпечки, для того, чтобы создать пар внутри печной камеры. И здесь подробно на них останавливаться не будем. Эти все способы уже не раз озвучены в интернете. Вы можете легко найти их и посмотреть, как это делается. Но даже есть печи, которые по сути являются домашними, и они оснащены специальными желобками для того, чтобы туда заливать воду, и пар уже был более равномерным. Вода попадает на раскаленную поверхность металла и испаряется. Собственно, если вы занимаетесь выпечкой непрофессионально, то вы будете использовать такие варианты, как паровая баня, метод льда, когда вы будете бросать кубики льда на дно духовки для того, чтобы пар образовался. Бывают еще специализированные приспособления, генераторы пара для духовки, но я такого, если честно, на просторах интернета не встречал. Но, наверное, где-то они есть. Можно устроить паровую баню и под хлеб на противень поставить непосредственно емкость с водой, предварительно нагретой для того, чтобы эффективно создавать пар. Поделитесь в комментариях, как вы решаете задачу образования пара именно в домашнем формате выпечки. Это было бы интересно и мне в том числе, и тем, кто зайдет посмотреть видео, он почитает комментарии и чему-то научится. Важные нюансы. Первые 10 минут не открывайте дверь или клапан для выпуска пара. Пар должен работать, чтобы равномерно размягчить корку у хлеба. После 15 минут, если вы используете какой-то формат домашней духовки, обязательно приоткрывайте дверцу для того, чтобы выпустить лишний пар. Если же у вас выпечка происходит на профессиональной печи, то обязательно открывайте клапан выпуска лишней влаги для того, чтобы она вышла и поверхность тестовой заготовки уже начала приобретать румяный вид и постепенно образовывался колер. Важно помнить, что для ржаных сортов хлеба пара нужно больше, чем для пшеничных. Для того, чтобы подобрать идеальный вариант парообразования для домашней духовки, вам придется не один раз проэкспериментировать и выбрать именно тот вариант, который вам нужен. Кто-то там в одном из комментариев предыдущих, это было там, не знаю, месяц, наверное, назад, писал, что и без пара все получается. Формовой хлеб, да, в принципе, без пара можно выпечь. Но если вы хотите мягкую, красивую корку у хлеба и равномерное раскрытие надреза, то с паром придется постараться. И придется обязательно его делать для того, чтобы тестовая заготовка равномерно увеличилась и приобрела свой нормальный объем. Потому что вы можете нормально замесить тесто, вы можете нормально его сформовать, надрезать. Но если у вас не будет достаточно пара, то вы не получите нужный результат. И тот результат, который вы будете использовать, он будет неполноценным. То есть вы не видите общей картины и не увидите общую картину. Поэтому обязательно используйте пар. Напомнить, что каждый вид хлеба требует особого подхода к надрезам. Давайте разберем ключевые особенности работы с разными видами теста. Но обычно тесто на закваске и хлеб на закваске, который готовится, используется стандартный надрез, угол 45 градусов, глубина 1,5 сантиметра. Можно использовать как тесто после холодного брожения, так и тесто, которое, например, может бродить в условиях цеха. Такие варианты бывают. Ржаной хлеб, как правило, надрезается тоже перед посадкой в печь. Угол используется разный. Иногда можно встречать ржаные хлеба, которые надрезаны под углом 90 градусов. Есть ржаные сорта хлеба, которые не надрезаются. Такое тоже бывает. И зачастую, если это 100% сорт ржаной, то, как правило, он не надрезается. Глубина для ржаного хлеба 0,5 сантиметр. Перед надрезом такой хлеб лучше смочить водой. Чиабатта бывает
Бывает формат с надрезами, бывает без надрезов. Зачастую чиабатта не надрезается. Но если хлеб, который похож на чиабатту, например, бывают такие рустикальные виды хлеба, это прямоугольник или квадрат, его надрезают. Но все равно в целом это больше похоже на чиабатту. И, как правило, такие форматы хлеба редко когда надрезают. Но бывают и специализированные сорта, которые тоже используют надрез. Важно помнить, что такие сорта лучше надрезать в тот момент, когда расстойка прошла. И можно использовать лезвие, смоченное водой. Французский багет надрезается после полной расстойки. Глубина надрезов полсантиметра. Количество 5-7 диагональных надрезов, которые перекрываются каждый на 1/3. Угол для большого гребня 45 градусов, для стандартного надреза 30 градусов. Общие рекомендации по сортам хлеба. Для влажных видов теста более глубокие надрезы нужны. Для плотных видов теста более поверхностные. Перед работой с липкими видами теста охлаждайте их 15 минут. Понятно, если вы будете использовать длительную холодную ферментацию, то у вас уже тесто будет охлажденное. Для декоративных хлебов можно делать надрезы сразу после формовки. Но здесь есть очень много нюансов, поэтому выберите самый простой вариант. А это надрезы перед посадкой в печь. И если у вас большое украшение, то есть декоративное украшение на большую поверхность хлеба, то помните, что нужно вытаскивать его чуть раньше, для того, чтобы хлеб не перестоял и вы успели сделать все надрезы. Для тренировки надрезов можно использовать пластилиновые тестовые заготовки, грубо говоря, да? То есть пластилиновые заготовки, которые имитируют хлеб. Вы можете его надрезать, потом опять залепить, опять надрезать. И так до тех пор, пока вы не выберете нужный угол надреза. И потом уже тренироваться на тестовых заготовках. Чем же можно смазывать хлеб перед посадкой? Как правило, хлеб ничем не смазывается перед посадкой. Но бывают некоторые варианты, скажем так, финишной отделки тестовых заготовок. Бывает, смазывают водой. Но опять же здесь, если у вас есть пар, делать этого не нужно. Можно смазывать растительными маслами разного формата. Но здесь уже зависит от сорта и вида. Зачастую используется оливковое масло. Тоже может быть. Может использоваться яичная смесь. Но яичная смесь используется не для хлебов, а в большей степени для сдобы. Поэтому здесь важно помнить, что хлеб, если вы ему дадите такую смазку, а потом поставите в печь на высокую температуру, у вас будет очень яркий колер или просто все сгорит. Поэтому яичную смесь для смазывания хлеба не используют. Но такое бывает. Бывает, используют только один желток. Но это все опять же для сдобы. Наносить нужно заранее, за несколько минут до посадки хлеба. Если вы делаете какой-то специализированный ваш домашний сорт или какой-то такой простой сорт хлеба, который больше не приготовлен ни на закваске, ни на паре, а такой простой вариант, и где температура выпечки, например, 175-180 градусов, то можете смазать и яичной смесью. Используются для отделки также декоративные посыпки разных форматов. Самым простым вариантом является мука, семена и злаки, соль и специи. Поэтому для того, чтобы лучше, например, приклеились семена и злаки, лучше их приклеивать до окончательной расстойки. То есть обмакнуть в воде, обмакнуть в семенах и злаках и только потом отправить на расстойку. Такой вариант будет наиболее правильным. Если мука, то точно так же перед закладкой на ферментацию посыпать, но здесь важно помнить, что в этом случае образуется очень-очень толстая корка из муки, что не очень хорошо, поэтому муку можно нанести перед посадкой в печь. Чуть-чуть смазываем водой, наносим муку, надрезаем и ставим на выпечку. Соли и специи точно так же лучше наносить перед посадкой на предварительно смазанную водой тестовую заготовку. Можно еще смазывать хлеб сахарным сиропом, но опять же здесь важно, что температуры должны быть невысокие. Под невысокими температурами я подразумеваю 175-180 градусов, не выше. И то есть очень много нюансов. Если ваша тестовая заготовка большая, выпекается долго, то лучше вообще ничем не смазывать, а просто давать пар. И этого будет вполне достаточно. Давайте разберем
несколько таких вот неудачных вариантов надрезов и как это можно исправить. Надрез не раскрывается. В первую очередь это неправильно сформованная тестовая заготовка и недостаточно пара в печи. Хлеб рвется в случайных местах. Недостаточно вы надрезали или неправильно надрезали. И соответственно от этого газу куда-то надо выходить, и вот он рвет тестовую заготовку в самых неподходящих местах. Гребни получаются плоскими, то есть по сути не отсоединяется корка от мякиша. Это можно сделать и исправить эту ошибку изменением угла надреза. Он должен быть 30-45 градусов. Важно, чтобы вы отрезали корку от основного мякиша. Так раскрытие будет намного лучше, а сам гребень получится более тонким. Надрезы слипаются при выпечке. Это в первую очередь слишком влажное тесто, недостаточная глубина надреза или в тестовой заготовке не образовалась корка. Нужно использовать длительное холодное брожение для окончательной расстойки тестовых заготовок, так как при таком варианте будет образована достаточно плотная корка, которую легко надрезать. Чтобы лезвие не прилипало к тесту, можно смазать водой его или использовать острое лезвие или лезвие с тефлоновым покрытием. Можно ли делать надрезы заранее? Я не рекомендую делать надрезы заранее. Лучше их делать перед посадкой в печь. Надрезы на хлебе могут раскрываться по-разному, потому что, например, разная глубина этого надреза по всей длине. Поэтому тренируйтесь и надрезайте равномерно. Теперь давайте суммируем весь процесс и выведем такие основные моменты для того, чтобы получить идеальный надрез. Идеальный угол надреза это 30-45 градусов. Это вот этот промежуток, в котором должен быть осуществлен надрез. Важно, чтобы лезвие надрезало равномерно по всей длине одинаковую глубину тестовой заготовки. Самой простой техникой это будет техника быстрого погружения, когда первые полсантиметра вы опускаете лезвие и ведете его под углом 90 градусов. Затем плавно переходите на угол 40 градусов и быстро дорезаете до конца. Секрет в том, что лезвие должно идти вниз и вперед одновременно. Важно, чтобы вы контролировали глубину на протяжении всего надреза. Можно ограничить эту глубину лезвия ручкой. Есть такие вот пекарские ножи, круглая ручка деревянная, и туда вставляется лезвие. Его можно выставить на нужную глубину, и получается, что край круга будет ограничивать лезвие, чтобы оно туда глубже не опустилось. Или как бы наоборот, меньше вы не сделали. Если у вас корочка слишком твердая, то нужно резать глубже. Можно дополнительно охладить инструмент, то есть лезвие в морозилке, для того, чтобы оно было холодным и будет проще надрезать. Вы можете сделать двойной надрез, сначала чуть-чуть надрезать, а потом провести по этому же надрезу уже непосредственно само лезвие. Для сложных узоров лучше использовать, собственно, трафарет. Здесь важно помнить о технике безопасности. Режьте кому как удобно, но можно резать от себя. Так лучше видно процесс, но не всем это удобно, поэтому можно резать любым удобным методом, который безопасный. Давайте вспомним основные главные правила, которые гарантируют вам профессиональный результат. Острое лезвие, угол 30-45 градусов. Глубина надреза зависит от хлеба и начинается от половины сантиметра. Режете вы быстро и уверенно. Обязательно даете пар в печи и постоянно практикуйтесь. И вот таким важным моментом для получения правильного раскрытия гребня на хлебе важно помнить, что надрезы нужны не только для красоты. Они также выполняют функциональное назначение. Они намечают то место, где хлеб должен надорваться. И тем самым мы получаем лучший объем и лучший эстетичный вид и более равномерное раскрытие самого хлеба. И поры в таком хлебе могут быть и будут крупнее. Конечно, все зависит от замеса, от теста, от технологии приготовления. Но если все условия равны, правильный надрез будет лучше раскрывать саму тестовую заготовку, и внешний вид хлеба будет более эстетичный.
Правильный надрез хлеба помогает равномерно ему подняться в печи, контролирует направление раскрытия и даже влияет на текстуру мякиша и объем изделия. Без надреза хлеб может порваться в случайном месте и получиться деформированным или слишком плотным. А еще красивые узоры на хлебе, отличный внешний вид и очень хорошо смотрится на витрины. Что же нужно сделать для того, чтобы получить красивый надрез на хлебе? В первую очередь важным фактором является формовка самой тестовой заготовки. Формовка тестовой заготовки – это второй этап. Первый этап, после того, как вы замесили тесто, может быть обминка самого теста, а потом уже этап предформовки. Этап предформовки тоже является важным процессом, который по сути дополнительно укрепляет клейковинный каркас. И вот этап предформовки в изделиях, в которых присутствует достаточно высокая влажность, необходим. Потому что в этом случае форма устойчивости изделий будет лучше. После того, как осуществлен этап предформовки, необходимо подождать время от 15 до 20 минут. А после этого осуществлять формовку. Формовка изделий осуществляется следующим способом. Мы берем тестовую заготовку. И кладем тестовую заготовку швом к себе. После этого придаем предформованной тестовой заготовке достаточно плоский вид. И это должен быть равномерный прямоугольник. После того, как мы получили равномерный прямоугольник, мы должны центр тестовой заготовки сверху потянуть саму плоскость тестовой заготовки. Затем края убрать в центр таким образом, чтобы получилась своеобразная косичка. А после этого скрутить тестовую заготовку в рулет 4 или 5 оборотами. Затем края тестовой заготовки защипить, чтобы они были ровные. Это самый простой вариант формовки тестовой заготовки для того, чтобы получить красивый надрез. После того, как мы осуществили предформовку, мы помещаем наше изделие на льняную ткань, либо в форму. После того, как мы осуществили формовку, мы помещаем изделие на льняную ткань. Потому что такой вариант формовки идеально подходит для льняной ткани. Ее также можно использовать и для, например, корзин расстоечных. Тоже такой вариант формовки подойдет. Но в льняной ткани этот вариант тоже чувствует себя хорошо, потому что он достаточно устойчив. На этом этапе важно, чтобы образовалось поверхностное натяжение на самой тестовой заготовке. Итак, после того, как мы поместили тестовые заготовки на льняную ткань, затем мы обязательно должны осуществить длительное холодное брожение. Конечно, такой красивый надрез можно получить и без длительного холодного брожения, но в случае длительного холодного брожения корка, которая образуется с течением времени, получится более толстой. И в этом случае, когда мы будем уже надрезать само изделие, нам будет проще. Льняная ткань вытягивает воду из поверхности тестовой заготовки и тем самым образует на ней корку. После того, как прошел процесс окончательной расстойки в условиях холодильника, мы должны осуществить надрез. Надрез осуществляется таким образом, чтобы отрезать корку от основной массы тестовой заготовки. И чем тоньше мы отрежем эту корку, тем более тонкий гребень на хлебе получится. Для того, чтобы правильно надрезать тестовую заготовку, используются специальные пекарские ножи. Они бывают разного формата. Также вы можете просто использовать лезвие. В некоторых случаях, если нет под рукой лезвия, используется канцелярский нож. Конечно, у канцелярского ножа есть минус, это то, что он достаточно толстый, поэтому лучше использовать лезвие. Если лезвие дополнительно смочить в воде, то в этом случае надрезать хлеб будет легче. Важным фактором является то, что мы должны отрезать минимальную толщину корки от основной массы тестовой заготовки. Потому что если мы сделаем это таким образом, гребень будет максимально красивый и опрятный. Здесь стоит заметить, что такой надрез можно получить на любой тестовой заготовке, сформованной таким образом, вне зависимости от ее массы. Даже если ее масса будет 100 грамм, вы тоже сможете при правильной формовке, правильной расстойке и правильном надрезе получить достаточно красивый и опрятный гребень.
Конечно, существуют и другие варианты формовки, но мы в этом видео рассматриваем самый простой, который подойдет для большинства и которому достаточно просто научиться. Ножи, которые могут использоваться для надреза, также бывают разных форматов. Самый простой, как я уже и сказал, это лезвие, но бывают специализированные ножи, изогнутые, которые проще отрезают корку от массы тестовой заготовки. Их тоже можно использовать, если вы сможете их найти. После того, как мы надрезали тестовую заготовку, еще одним важным фактором для получения красивого надреза на хлебе является пароувлажнение. Пароувлажнение в этом случае нужно для того, чтобы корка тестовой заготовки размягчилась и увеличение тестовой заготовки происходило равномерно. Если пароувлажнение будет недостаточное, то в этом случае может происходить деформация тестовой заготовки. Надрез, который вы сделаете, точно так же с большей вероятностью не раскроется. Поэтому пароувлажнение является критичным моментом при получении красивого внешнего вида хлеба. Важно, чтобы еще на начальных этапах выпечки пароувлажнение, которое будет осуществлено в печи, не выходила из печной камеры какое-то время, для того, чтобы корка, которая достаточно толстая, пропарилась и тем самым была достаточно тонкая. И когда уже из тестовой заготовки начнет выходить газ, мы получили красивые надрезы и весь хлеб был у нас одинаковый. На этом этапе еще важно, помимо пароувлажнения, температура посадки. Как правило, пшеничные сорта хлеба начинаются от 200 до 210 градусов по Цельсию температуры посадки. Как правило, дальше можно снижать эту температуру для того, чтобы осуществлять выпечку. Потому что при этой температуре идет интенсивное испарение газа, плюс тестовую заготовку достаточно быстро и за короткий промежуток времени нужно прогреть, поэтому используются температуры достаточно высокие. Как правило, в подовой печи сам хлеб непосредственно отпекается на поду, поэтому тепло тестовой заготовки передается максимально быстро. Температура посадки изделия после холодильника тоже является важным моментом. Но я тестировал разные варианты. Бывает такой вариант, что мы можем посадить тестовую заготовку сразу после холодильника, а бывает такой вариант, когда нам нужно подождать. Во многом это зависит от температуры холодильника и от количества дрожжей в тестовой заготовке. Поэтому здесь уже нужно тестировать. К этому видео я приложу базовый рецепт пшеничного хлеба с использованием дрожжей, который можно делать через холодильник. И вы сможете протестировать и получить результат. Важным фактором является еще то, что во время надреза мы должны и четко отрезать корку от мякиша по всей длине. Потому что если это не осуществить, то в этом случае раскрытие самого надреза будет неравномерным. И как следствие внешний вид хлеба будет неопрятным и неаккуратным. Нож, который, например, использует просто не изогнутое лезвие, а простое лезвие, лучше держать под 45 градусов. При этом четко контролировать, какую толщину корки вы отрезаете от мякиша. Потому что от этого будет зависеть толщина самого гребня и, как следствие, внешний вид. Помимо тех факторов, которые я уже озвучил ранее, на оптимальное раскрытие надреза на тестовой заготовке влияет еще и мука, а также ингредиентный состав и насколько сам белок, который входит в муку, имеет возможность растягиваться. И насколько клейковина, которая образуется, достаточно удерживает газа внутри тестовой заготовки. Потому что если клейковина, которая образовалась в процессе замеса, будет коротkorвущейся, то есть нерастяжимой, да, и при нагрузках будет рваться, или она будет такой, что будет плохо удерживать газ внутри тестовой заготовки, то в этом варианте, конечно, надрез, который вы делаете, не всегда может получиться. И для такой вот особенной муки следует корректировать уже технологию, либо менять саму муку. Что же мы можем скорректировать в технологии формовки и как это может повлиять на результат? Ну вот, самым важным фактором является поверхностное натяжение. Поэтому чем более плотная тестовая заготовка будет, тем больше поверхностное натяжение, и как следствие от этого зависит то, насколько сам гребень раскроется после надреза. Поэтому
В рецептурах важно использовать правильную муку с хорошим белком по всем показателям и правильную формовку. Важно, чтобы было поверхностное натяжение. Таким способом можно делать и быстрый хлеб, без расстойки в условиях холодильника. Но здесь тоже нужно тестировать, и тогда расстойка происходит в условиях цеха, точно так же на льняной ткани, и за какой-то промежуток времени от 2 до 2,5 или 3 часов